Доброе утро, товарищи трейдеры. Ну, вернее, как утро, уже 11:30 на часах. В общем-то, прозвенел будильник, самое время просыпаться, вставать. Доброе утро! За окном школа, кстати говоря, сегодня понедельник, новый день этой недели. Я надеюсь, меня там в кадре видно. В этот раз утро начинается не с кофе, уже с Берна. У меня появилась новая плохая привычка, наверное, так это назовем. Теперь я на постоянке хлебу. Короче, энергетики пью я на постоянке, потому что именно они заряжают полной энергией для того, чтобы я мог реально приводить себя в чувство и работать каждый день. Самое время принять ванну и переходить уже к более важным делам. Так, еще я сейчас буду заказывать пиццу, потому что хотелось бы уже чего-нибудь покушать. Через 50 минут мне надо будет выложить пост в телеграм-канале об актуальных курсах валют, криптовалют и тому подобных активов. В общем-то, также произвести анализ по двум валютным парам: евро относительно доллара и британский фунт относительно доллара. Нужно будет собрать вот этот вот пост, его выложить, опубликовать буквально через 50 минут. Сейчас я сяду уже анализировать рынок, плюс ко всему смотреть, что там у нас с активами. Ну и дальше будем продолжать этот рабочий день трейдера. Да. После проведения всех процедур и перед началом работы неким ритуалом уже является перекур. Первая сигарета с утра. Докурив, приступаю к работе. Все, теперь я, собственно, сажусь за анализ рынка. Собственно, будем смотреть, какие на сегодняшний день курсы, какие прогнозы. Понедельник для трейдера всегда день веселый, открытие торгов. Не совсем понятно, что будет на рынке. Собственно, поэтому сейчас прям погружаюсь в анализ. После выпуска поста, собственно, буду заниматься тем же самым, вплоть аж до, еще часа 3, короче, я буду заниматься анализом рынка, чтобы потом понимать, какие позиции, по каким валютным парам, собственно, заходить в сделки. Также я напоминаю, что еще у меня сегодня работа с моей торговой командой, вот, собственно, с трейдерами моими, и для них тоже, соответственным образом, нужно будет подбирать позиции для входа, поэтому анализ в понедельник, по крайней мере, он сразу же идет еще днем. Итак, я подготовил, собственно, всю информацию, которая требовалась, изучил рынок, дал общую оценку по двум валютным парам основным, которые торгуются в основе своей. Остается буквально минута до того, чтобы выложить. Итак, прозвенел будильник, мы выкладываем и отключаем, собственно, сам себе будильник. Только собрался пойти курить, но привезли пиццу. Что ж, друзья, сидел я сейчас несколько часов, анализировал рынок, в общем-то, и подустал на самом деле. Уже отобрал для себя некоторые позиции, и сейчас собственно, подошло время к тому, чтобы я выдавал полезную информацию по трейдингу в своем телеграм-канале. Сейчас буду собирать информацию в плане того, что буду выдавать торговую стратегию. У меня идут посты как обучение трейдингу, то есть информационные посты, в которых вы уже сразу же можете прочесть и применять торговую стратегию в принципе, на деле при своей торговле. Информацию я сейчас уже буду собирать лежа. После того, как выложил пост, у меня был созвон с одним из моих знакомых трейдеров, за которым мы обсуждали покупку акций по интересующей нас обоих позиции. Небольшая нарезка с нашего диалога. И, в принципе, укрепился на $3 на закрытие торгов. Но я лично буду брать позицию, на штуку бакса счет. Ты можешь, конечно, сказать об этом, понятное дело. Я тоже насчет этого думал, но на самом деле там реально сам видел новости, выходили. По окончанию нашего обсуждения я принялся за анализ рынка и поиск позиций для входа в сделку на нынешний день. Итак, после того, как я выложил пост,
еще поанализировал, посидел рынок. Сейчас готовлюсь к съемкам, соответственно, образом к тому, чтобы снять для вас видеоролик. Итак, за сегодняшний день, по крайней мере, на брокере InTradeBar пока что, ссылка, кстати говоря, будет в описании. Это лучший брокер для торговли опционами. Я заработал 9000 рублей при торговле на данном брокере. Анализировал ситуации, входил в позиции. В общем-то, после того, как снял для вас видеоролик, я занимался торговлей как раз-таки по ситуациям, которые я надыбал, скажем так, пока, собственно, анализировал рынок. В общем-то, будем продолжать. Это не единственный брокер, на котором у меня есть торговые деньги. Буду продолжать торговать, искать торговые позиции. Также нужно выложить еще пост в Телеграме. Еще впереди у нас торговля в закрытом Телеграм-канале, поэтому работы еще предстоит много. Еще вполне возможно, есть вероятность такая, что я поеду в кальянную. Украду буквально 10 секунд твоего времени, но ты послушай. У меня есть Телеграм-канал, в котором я абсолютно бесплатно каждый день раздаю криптовалюту. Получать ее может абсолютно каждый, вступивший в мой Телеграм-канал. Помимо всего, каждый день в канале выходят информационные посты по трейдингу, благодаря которым вы можете обучаться торговле на бирже. Также торговое сообщество станет твоим ежедневным виджетом для получения актуальных курсов ведущих активов. Также в канале есть ежедневные рекомендации по торговле на валютных парах на нынешний день. Ссылку на мой телеграм-канал вы сможете найти в описании под этим видео. Кстати говоря, ребятки, привет. По поводу того, сколько уже времени, весьма поздно, темно уже, не знаю, вон уже потемнело все. Я даже хз, сколько сейчас времени, около 8 часов вечера, наверное. Сейчас уже лежу, анализирую валютные пары на брокере AyazaTrade. Также на нем торгую, на нем у меня весьма себе неплохой депозит лежит. В общем-то, также веду работу на этом брокере. Думаю, вообще полноценно перейти только лишь на данного брокера. Он меня полностью всем устраивает, и своим функционалом, и дизайном. В общем, шикарнейший брокер. Ссылка будет в описании на него, если у кого-то появится желание на нем торговать. Вместе со своими трейдерами в своем торговом сообществе мы также работаем именно на этом брокере. Потому что, как я уже ранее сказал, он максимально удобен для торгов. За окном уже потемнело, конкретно так. В общем-то, буду продолжать сейчас анализировать, после чего найду позиции и, скорее всего, поеду уже в кальянную. По времени сейчас уже 9 часов вечера. В общем-то, скорее всего, да, сейчас поанализирую. Возможно, открою несколько позиций. Если что, об этом расскажу. Вот, и поеду в кальянную, там, скорее всего, тоже буду работать. В общем-то, работаю 24/7. Но главный плюс в том, что я работаю лежа на диване, блин, за ноутбуком. По большому счету, лежа я редко работаю, нежели за столом, если уж по-честному. Но периодами и такое бывает. Поэтому, конечно, не упомянуть это как одно из преимуществ трейдинга нельзя. По приезду в кальянную мне забили просто отвратительный кальян. Как ни пытались исправить ситуацию, не получалось. А во время поездки в такси в обоих направлениях я анализировал рынок и торговал, что было новым, необычным опытом для меня. Также в самой кальянной провел торговую сессию, по результатам которой у нас вышло 2 прибыльных и 1 убыточная сделка. Сегодня весь день, можно сказать, отпахал в плане того, что в принципе так происходит каждый рабочий день трейдера. По сути дела, я отдыхаю по выходным, но даже по ним, ладно, я работаю. Вот, но тем не менее, сам факт того, что загруженность хотя бы не такая большая. Собственно, с утра до ночи я работаю, плюсом ко всему сейчас стараюсь вам хотя бы какие-то видеоролики делать, потому что их действительно не хватает на канале, а меня просят, собственно, это делать. Вот. Я сейчас приехал домой уже, отдыхаю. Не очень мне понравилась кальянная, как я уже, думаю, вам рассказал по ходу данного ролика. Забивал кальянчик плохо, что он не делал, и угли пытался убирать, и добавлять, и раскуривать. Короче, нихуя у него нормально не получилось, извиняюсь за выражение. Вот, короче, ни хрена у него не получалось по-человечески. Я посидел там час, плюсом ко всему меня что-то спать потянуло. Я думал, уже физически не вывезу провести вторую торговую сессию, но, в принципе, вроде бы силы есть. Через 50 минут она должна будет начаться. В общем-то, как-то так, при торговле буквально при торговле в такси и при торговле на том месте, то есть, соответственно, образом, не только которая выдача сигналов была, извиняюсь за сумбурные мысли, просто действительно уже устал за сутки. Вот именно поэтому я просыпаюсь в 11, а ложусь я в среднем где-то в 12, потому что все вот это вот время просто ты убиваешься к чертям. Короче, за это время у меня получилось наторговать что-то около 60 тысяч рублей. В общем-то, весьма себе неплохой результат, учитывая то, что еще 60 я выводил буквально вот вчера, получается, да. Так, ну теперь моей задачей будет вновь анализ рынка. Опять-таки.
для того, чтобы, собственно, выдать вам сигналы. То есть опять приходится анализировать рынок. Вы представляете, я 24/7 сижу за этими котировками. На самом деле свихнуться реально когда-то можно уже с этими цифрами. Но энергия все равно есть. В любом случае мне это все нравится, иначе бы я этим банально не занимался. Нравится мне это, потому что я развиваюсь, и плюсом ко всему развиваетесь вы, и плюсом ко всему главный плюс то, что наша комьюнити растет, количество подписчиков растет, и количество людей, с которыми я общаюсь, растет. А мне на самом деле очень приятно общаться с единомышленниками, поэтому с каждым трейдером я лично, с каждым трейдером своего закрытого канала я лично общаюсь, я очень много уделяю им времени, я узнаю, как прошла эта торговая сессия, как их вообще, в принципе, счет поживает. Может быть, стоит им с чем-то помочь или еще что-либо. В общем-то, я веду основательно работу с комьюнити. Так, сейчас меня ожидает последняя выдача сигналов в торговый канал, собственно, и потом я могу наконец-таки прилечь поспать. Но, скорее всего, для начала посмотрю телек. 2 из 4 сделок были прибыльными, то есть 2 сделки были убыточными. Я откровенно об этом говорю. В прошлый раз у нас, получается, на прошлой торговой сессии, которая была буквально 2 часа назад, получилось 2 прибыльных сделки из 3. Я всегда показываю все максимально честно и максимально всегда открыт к реальным торговым результатам. Бывает и так. Мы не всегда можем 24/7 стричь бабки с брокерских контор. Я тоже человек, я тоже выдаю сигналы, и периодами бывают ошибки, и в моих сигналах тоже. В общем-то, но это не страшно, такое бывает в среднем, я не знаю, раз в неделю. Вот я на самом деле завидую тем людям, в каком-то смысле, которые просто торгуют по сигналам. То есть ты выдаешь сигнал, да, ты всю работу делаешь, а человек просто перенимает это и заключает позицию. Они отдыхают, по сути дела, зарабатывают. Вот ваша задача, по сути дела, как трейдера, если вы находитесь в торговом сообществе, просто 2 раза в день заходить на 20 минут, чтобы торговать и получать сигналы, и, собственно, получать прибыль. А для меня это прям конкретно работа, потому что у меня помимо этого еще проектов несколько. И помимо этого я, собственно, должен вести YouTube, просто потому что мне хочется чего-то добиваться, кроме того, что я, в принципе, уже являюсь весьма себе хорошим трейдером. Как трейдеру, если бы я был чисто трейдером опционов, то мне, конечно, столько бы не требовалось, я бы не был таким заебанным. Вот как раз-таки те люди, которые торгуют по сигналам, либо просто, в принципе, трейдеры, они не выглядят так, как сейчас выгляжу я. Вот. И в самом трейдинге тоже есть куча проектов, помимо торгового канала, еще вот этот YouTube-канал, плюсом ко всему общение с ребятами, вот, кому-то помогаю. Вот, так далее, так далее, так далее. Короче, все это накладывается, и сегодня у меня прям голова болела именно вот сам момент того, что не от компьютера, потому что есть разница, когда голова болит от компьютера, есть разница, когда голова болит от того, что она просто была загружена весь день. Короче, мой отдых немножечко подзатянулся. Прямо сейчас приходил доставщик. Я оплатил. В общем, заказывал я доставку из гриля номер 1. Очень уж захотелось кушать еще, пиццу я уже съел. Это, кстати говоря, небольшой набор тонизирующих напитков буквально за 1 сутки. Да, нихуевенько. И вон я телек смотрю, там какая-то ерунда сейчас уже началась, но до того был прикольный фильм «13-й район». Что ж, товарищи трейдеры, я как раз таки только проснулся, 11 часов дня, вот, практически 24 часа с вами прожили вдвоем.